Мои дорогие подписчики, здравствуйте! Соскучилась по вам, соскучилась. Но сегодняшнюю нашу беседу начнем с того, что совсем недавно был День психолога, 22 ноября. Но поскольку я немножечко простыла и болела, то вот с таким опозданием. Но ничего, давайте я вам расскажу, какие у меня в жизни были психологи, каких я встречала психологов. Не то чтобы я обращалась к ним, просто это из моей жизни, из моих наблюдений. Знаете, почему я так сакцентировала внимание на этом? Потому что психолог – это такая профессия, на самом деле, очень серьезная. И серьезные психологи, психотерапевты – это те люди, которые всегда учатся, прям всегда учатся. Какие-то курсы повышения квалификации, постоянные книги, лекции, какие-то, в общем, собрания ездят. Ну, то есть это такие вечные ученики, если действительно человек на своем месте. Но есть еще другая категория людей, и вот сегодня мы о них поговорим. Итак, первый психолог, мой учитель называет их психолухами. Итак, первый психолог, с которым я познакомилась в жизни, была женщина. Она закончила МГУ с золотой медалью и вот так крутила этой медалью. То есть она ходила тренироваться ко мне в фитнес-клуб. Я раньше преподавала в Московской области. Вот. И, значит, 2 года прошло. Она ходит на тренировки систематически, так вот. Ну, думаю, вот надо же так, нашла свой вид фитнеса. И потом оказалось, мы пошли с ней в купель плавать, знаете, есть такие купели в России, мы пошли с ней плавать, и когда я залезла плавать, разделась, она вот так сверху стоит на лестнице и говорит, смотрит на меня вниз и говорит: Виктория, говорит, ты знаешь, говорит, я тебя 2 года хотела. Я говорю, это как? Она говорит, ну как? Ну, нравишься ты мне, хочу тебя. Я говорю, ну ты что, я люблю мужчин, исключительно умных и интересных. Вот. И так интересно. Но я, правда, никому не рассказала в фитнес-клубе. Думаю, ладно, не буду ее компрометировать. Вот. Но самое интересное, что она, дочка у нее была наркоманка. Муж там какой-то вообще альфонс, она там тыкала им во все углы. Но вот медалью своей она хвасталась. Это к чему? Очень часто у психологов такой незавершенный момент, такая серьезная недоделка, которая в ней или которая рядом с ней. И вот получается, вот эту непроработанность они несут дальше. Конечно, она не работала в сфере психологии, она работала в другой сфере, уже не помню в какой, но она этими знаниями успешно пользовалась в нехорошем смысле, потому что обычно психологи жутко манипулируют людьми и наслаждаются этим. Некие такие мерзавцы, знаете, как получили информацию и используют ее не в том направлении. Следующая психолог, девушка была, она тоже манипулировала ужасно мужем, то есть она получила этого мужа благодаря манипуляциям, потом манипулировала, там, бедный муж, потом, в общем, там всем рассказывала, что у нее классная семья, что у нее такие отношения. Но в конечном итоге, когда я познакомилась с ее мамой, я поняла, какая у нее семья и как она скрывала это тщательно, и что у нее происходит дома, жуткий кошмар. Но она вся такая, я психолог, то есть, ну, такие некачественные люди бывают, я их называю некондиция, да. Вот, значит, третий психолог, тоже я ее встретила, когда училась в Москве. Она пришла в нашу группу, чтобы получать ресурсы от всех. У кого-то курточку отжала, кто-то ей что-то подарил. Там, в общем, ей деньги давали, они как-то заботились. Ну, в общем, она как могла, так обманывала. Меня не трогала. Ну, я думаю, что она меня не трогала благодаря моей интуиции, потому что я порой так смотрю и смотрю в душу, и все вижу, и все чувствую. В Хургаде половина психологов, половина, не все, конечно, тут есть хорошие специалисты, но половина психологов, знаешь, и таролог, и хуёлог, и уролог, и что там еще, и психолог. Или там на 40 лет она сидела дома, а там муж обеспечивал, потом мужу надоело обеспечивать, он ее нахер выгнал, вот она приехала в Хургад, думает, буду я психологом. И тут тоже такие моменты печальные, что мне даже об этом не поворачивается язык рассказывать, потому что ну, это улет просто. Так что здесь в Хургаде аккуратно со специалистами.
тому, что если человек действительно на своем месте, на своей жизненной дороге, то это такой путь длительный, серьезный, и люди все время интересуются. То есть если психология, то это вот после института и дальше, и люди работают в этом направлении. Так что не зря мой учитель говорит психолухи. Это, кстати, не только мой учитель, это Александр Матиевич, можете найти его уроки, прекрасный тренер. Так что вот так вот. Главное, если вы в жизни учитесь на психолога, то будьте психологами, а не психолухами. Ой, да, такая здесь печалька. Знаете, мои дорогие, когда я встречаюсь с новыми людьми, и речь идет о том, что они будут рассказывать на моем канале в YouTube, и будут ли рассказывать, то я стараюсь так за короткое время максимально человека прощупать. Совсем недавно меня познакомили с очень интересным психологом, аналитиком. Она работает много онлайн. И вот вчера мы с ней встречались, беседовали, долго беседовали, никак не могли попрощаться. Вот. И да, я ее, скажем так, прощупала хорошенько, потому что я сама обладаю знаниями, и скоро вы ее увидите. У меня уже ряд вопросов к ней. Так что Виктория работает, отбирает интересных людей здесь. И, в общем, служу моим подписчикам. Прошло уже 5 лет, как я прожила в Египте, в Хургаде, и я приготовлю видео на эту тему, так что вы можете тоже участвовать, задавать вопросы. Тут такая у нас жизнь смешная. Все египтяне, они тоже немножко психологи, но они в поисках своего. И тут вот у меня были 2 соседа, но сейчас они уже не мои соседи. И вот у них была мечта, цель жениться на женщине с квартирой. Дорогие подписчики, если у вас есть квартира, приезжайте в Хургад, у вас всегда будет много женихов, ну а вы будете отбирать. Вот. И он так тщательно искал женщин именно с квартирой, именно вот, чтобы был достаток, чтобы он жил обеспеченно, чтобы, в общем, ему там еще бизнес сделали. И так и получилось. То есть он столько рыл, он от этого курса не отклонялся. То есть у него были вот такие требования. И так вот он встретил женщину, девушку с России. Она такая полненькая, сейчас она уже беременная. Он счастливый, потому что уже у них ребенок живет себе, ноги на стенку, то, что надо. Так что видите как. Ой, психология. Главное знать, что ты хочешь. На 5-й год жизни у меня появился в Египте особенный талант. Но это подарок от Египта за мою стойкость и мои старания. Когда я общаюсь с какими-то людьми из ряда некондиция, есть такие, вот, скажем, египтяне, когда они смотрят на тебя и пытаются тебя прощупать, ну, какие-то слабые твои стороны, чтобы потом использовать тебя или руководить тобой так, как им надо. И вот тот момент, когда они смотрят на тебя, ну, на меня, я это чувствую. У них выделяются какие-то такие феромоны. Я не знаю, что это такое, но я чувствую, вот, когда начинаются выделяться эти феромоны, представляете? И у меня сразу такие ощущения в теле, такие, как, ну, тонкие, что-то происходит вот, на уровне тела. Вот, поэтому как бы имеет смысл прислушиваться к своему телу и вообще быть наблюдателем, тогда вы не пропадете. Так что, если у вас завелся какой-то кавалер, можете меня приглашать на свидание, я его быстро отберу, как бы, и скажу вам, он хороший или он не кондиция. Не, на самом деле в Египте очень много хороших людей. Ну как много? Их на самом деле гораздо меньше, чем плохих, понятно, потому что в Хургаде тут вообще 95% дерьма. Вот. Но в Каире есть такие, которые, допустим, там заняты чем-то, вот работают все время. Они даже еще скромные такие, они даже стесняются еще с женщиной, даже не знают, как себя вести, вот, смущаются, там как-то вот такие нелепые у них поступки смешные, но они этим очень милые. Вот, так что в Каире есть такие мужчины.
Но это не те, которые сидят на сайтах знакомств и сюда ездят годами. Не-не-не, это не то. С такими я бы вам вообще не советовала связываться, потому что это в основном из категории нарцисс, психопат и ебаный манипулятор. Вот, скажу как есть. Сейчас вернулось очень много людей на зимовку в Египет. Вот, так что скоро я их всех выловлю, и мы будем, в общем, перед вами. Ой, сколько у меня работы. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я все время не успеваю. Вот я все время не успеваю. У меня вот такие накладки. Мне есть и что рассказать, и что показать, и куда пойти, и разные люди. И только 24 часа в сутки, понимаете? И хоп, и тут какие-то дни короткие, я не знаю. В общем, ничего Виктория не успевает. Если у вас какой-то есть рецепт, как все успевать, напишите мне, потому что я нуждаюсь в этом рецепте, нуждаюсь. Ой, кстати, классное такое местечко, тенты сделали, сейчас ветра начнутся сильные в Египте, а здесь тент, и так классно, так уютненько. Мои дорогие подписчики, кстати, зацените мою кофточку, как вам моя кофточка стильная, сразу настроение другое, правильно же? Вот, я старалась. Вот что такое вязаная вещь, понимаете, она подчеркивает вашу индивидуальность и неповторимость. Я вам сейчас могу показать. Так, смотрите. А еще, вы об этом должны знать. Я у вас немножечко волшебница. Сейчас объясню. Все вы знаете нашего друга общего Вячеслава с Америки. И вот когда он мне позвонил, он там рассказывал, что вот, значит, он один, у него нету женщины, что он в разводе. Вот так вот рассказывает, а я ему, значит, говорю: Вячеслав, говорю, приезжайте, мы вам тут найдем, я сниму видео о вас и найдем вам невесту. Вот так вот просто говорю, чтобы его как бы развеселить. И что вы думаете, так и случилось, он приехал с Америки, мы сделали с ним несколько видео, и вот теперь у него есть прекрасная женщина с Беларуси, Ирина, которая тоже написала мне благодарность, потому что она тоже искала такого мужчину всю жизнь. Вот, так что вот такая я волшебница. Это еще не все. До этого у меня с канала вышли две девушки замуж. Одна с Турции, но она россиянка, но жила в Турции. Там у нее было 2 детей, тоже мы сделали видео, и ее мужчина прямо приехал за ней и забрал. Вот. А другая, я не помню, откуда она, если честно, где они сейчас живут, но, в общем количестве у меня уже 3 человека, которые, скажем, благодаря моему каналу нашли своих, в общем, партнеров в жизни. Так что, если что, имейте в виду, мы с вами что-то можем интересное придумать. Ля-ля-ля. Я могу так вот пошаманить, и все будет. Так что вот такая я у вас волшебница. Вы должны об этом знать. Такие у меня какие-то странные ощущения на сегодняшний день. Очень странные ощущения. Не знаю, что это. Но знаю точно, что у меня в Египте повышенная чувствительность стала. Знаете, я что могу еще сказать, что вот... Не, это будет отдельное видео, кстати, да, я хочу сделать отдельное видео на тему, а то будет болталка слишком долгой. Сделаем на тему о любви, о порядочности и о людях-рептилоидах. Хотите такую тему? Придумаю, сделаю. И вот расскажу, как, допустим, я сейчас, то как-то я сказала пару слов о людях-рептилоидах, и подписчики такие спрашивают: Виктория, а кто такие люди-рептилоиды? Я решила рассказать на эту тему видео, кто такие люди-эмпаты, кто такие люди-рептилоиды. Интересно вам будет? Обязательно пишите под комментариями. Потом еще пишите вопросы, я это все соединю, и будет такая интересная длительная болталка. Знаете, у меня же такие познавательные болталки, я же не просто так болтаю, у меня всегда каждая болталка имеет такой глубинный смысл, и много знаний, много информации.